Всем привет, рад всех приветствовать. Меня зовут Александр Сариков. Сегодня поговорим о том, как выбрать бас-гитару. Не просто бас-гитару, а звучащую бас-гитару. То есть тут есть один секрет, и я вам его расскажу. Погнали. Посмотрев некоторое количество видеороликов на эту тему, я понял, что никто не говорит самого главного, то есть как же выбрать бас, который будет звучать. Когда мы приходим в магазин, берем в руки новую бас-гитару, с ней все в порядке, у нее не торчат лады, то есть она аккуратная, все, струны новые, мы подключаем ее через комбик, начинаем играть, и все вроде бы классно, и звук классный, и кажется, что бас как бы хороший, вот, и мы его покупаем. Потом мы начинаем работать с этим инструментом, начинаем записывать его в студии, начинаем заниматься на нем дома и играть концерты, и уже понимаем, что что-то с этим инструментом не так. Вроде все хорошо, но как-то в миксе он плохо читается или какая-то плохая отдача у него. Я просто дам несколько советов. Когда приходите в магазин, никогда не советуйтесь с продавцами-консультантами, потому что их задача продать вам инструмент, то есть какой бы он ни был, хороший или плохой, то есть в этом нет ничего плохого. Когда выбираете бас в магазине новый или БУ какой-то с рук, кроме того, что о чем все говорят, то есть важно посмотреть, чтобы он был сделан аккуратно, чтобы лады не торчали, чтобы визуально он был приятен и удобен, посмотреть гриф, чтобы он был ровный. Когда вы сделали осмотр, внешне визуально все в порядке, как же понять, звучит инструмент или нет? И тут самое важное, чтобы звучало само дерево. Вот. Если у вас не звучащее дерево, то инструменту ничего не поможет. Ни новые струны, ни комбики, усилители и всякие примочки. То есть дерево должно звучать. Как это проверить? Просто берем и играем открытые струны. И очень внимательно слушаем, какой звук. Звук должен быть такой рояльный и очень большой сустейн. То есть бас сам по себе, без всякого подключения, должен звучать очень ярко. Вот. Мы играем на каждой струне, проверяем ее сустейн. Сустейн должен быть максимальный, максимально долгий. Дребезг допускается. То есть без подключения бас должен звучать ярко сам по себе. Когда вы проверили сустейн на открытых струнах, дальше можно проверить сустейн на каждом ладу. Вот. Также вы потихоньку проверяете каждый лад. Вот. И, конечно, в некоторых местах сустейн будет разный. Вот. Но это уже как бы специфика деревянных инструментов. Что может на это влиять? Вообще на сустейн могут влиять количество витков на колках. То есть их должно быть не больше 2. То есть минимально. Количество витков должно быть минимальное. Что еще может влиять? Могут влиять струны сквозь корпус. То есть когда я перекинул струны на бридж, сустейна добавилось. Если вы новичок и покупаете бас-гитару для занятий, купите удобный бас. Не заморачивайтесь пока по поводу звука, просто купите, чтобы вам было удобно, чтобы вы разрабатывали руки. Ну, ребят, на этом все. Вот такой нехитрый способ, но поверьте мне, он очень действенный. Надеюсь, это будет вам полезно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!